Не стреляйте, друзья, знаю я, чья земля, вы ее сторожите на славу. Посмотрите сюда, это герб короля, и ношу этот знак я по праву. Ну, через ряд повторов, наверное, ему раз 10 пришлось это крикнуть, из-за ближайшего куста раздалось: «Стой, не шевелись, кто ты, дерзкий чужак!» Берин охотно откликнулся: «Имя Берин мне, сын Барахира. Ваш король Фелагун знает, что я не враг, и в Нарботранд явился я с миром». Эльфы решили его сразу на месте не стрелять. Они, я думаю, по законам эльфийского гостеприимства завязали ему глаза и проводили его во дворец короля Финрода. А дальше я думаю, что это выглядело примерно так. Когда Берин попал в зал, в котором много нарядных эльфов, которые там разговаривают, поют где-то там песенки потихоньку, он все искал глазами великого владыку, но он не заметил ни трона, ни какого-то такого особого выделяющегося эльфа. Вот он стоял и оглядывался, пока один, достаточно заурядно одетый, очень такой неброской внешности эльф к нему не обратился. Он сказал ему следующее: «Я рад приветствовать тебя в своем краю. Тебя узнал бы я, не спрашивая имя. Я помню Барахира, славную семью, и дружен был я с предками твоими. Скажи, с какой бедой пришел ко мне мой друг? В твоих глазах решимость и отвага, но виден мне и след душевных мук, и тяжесть первым сделанного шага». Берин гляделся в него повнимательнее и, наконец, узнал короля Финрода Фелагунда. И Берин сказал королю довольно резко: «Благородный король, твой прекрасен дворец, безмятежные лесные палаты. Но ты знал и войну, вспомни, как мой отец оказал тебе помощь когда-то. Государь Фелагунд, если дружба жива, та, что наши связала народы, если клятва твоя не пустые слова, я поддержки прошу в час невзгоды». Финрод понял, что Берин ему хамит не от хорошей жизни, поэтому довольно спокойно ему ответил: «Вижу я, что в душе твоей пламень горит, как и в прежних потомках Биора. Я исполнить готов все, что клятва велит, жду я слов твоих, как приговора». Берин немного успокоился, понял, что его никто отсюда посылать далеко и без хлеба не собирается, и сказал королю Финроду. Он даже не знал, с чего начать. Очень много надо было рассказать, и очень коротко. «Много я крови вражьей пролил, я за отца и товарищей мстил. Битвой одной был я горд и богат, но путь привел меня в Дариат. Там, где звенит соловьиная трель, встретил я деву Тинувиэль. С этой поры я живу, как во сне, жизнь без любимой не надобна мне. Свадебный выкуп добыть Сильмарил Тингл владыка мне поручил. Если б один мог я это исполнить, мне не пришлось бы о клятве напомнить». И вот тут Финрод понял, чего он ждал все эти долгие годы, зачем он пошел в Средиземье, зачем ввязался во всю эту авантюру с Сильмариллями. Дело в том, что у него давно уже было предчувствие, что у него есть какое-то предназначение, которое рано или поздно он должен будет выполнить. И вот тут, неожиданно увидев этого смертного, который пришел и потребовал
поддержки Финрод вдруг ясно понял, что вот оно, это предназначение. И Финрод тихо-тихо, чтобы никто не слышал, сказал, обращаясь исключительно к самому себе: вот этот час, вот этот свет, воли моей больше здесь нет. Нити сплелись, жребий упал, слово судьбы смертный сказал. Вот этот путь, вот этот шаг. Мог ли я знать, что будет так? Что будет спорить в сердце моем? Клятва с обетом, рыцарь с вождем. А потом он повернулся к Берину и сказал ему очень просто: я вижу впереди раздор, бесчестье, ложь. Победы не бывает без потери, но я пойду с тобой, куда ты позовешь. И Берин откликнулся: благодарю, король, не зря в тебе я верил. И тут из-за спины Финрода Филагунда появились два брата Феоноринга – Келегорм и Куруфин. Те самые сыновья Феонора, которые давали кощунственную клятву, что они вернут Сильмарил любой ценой. Вот они стояли, наблюдали этот разговор наглого смертного, который покушается на их фамильную реликвию. А там был еще один такой маленький пикантный момент. Дело в том, что они у Финрода просто отсиживались после того, как без своих войск, замков, земель и всего прочего прибежали к нему и сказали: ну, братан, выручай, типа вот пойти-то больше некуда. Финрод их приютил, но они же были братья Феоноринги, они были прекрасные эльфийские принцы Нольдор, и они вели себя так, как считали нужным. И вот они выступили вперед и стали разговаривать друг с другом, потому что вокруг же нет никого. Первым начал принц Келегорм Прекрасный.